проблемы Сукуны, минусы нового тела Юты и фиолетовый от Годжо. Так что погнали начинать данный разбор. И да, ребятки, те, кто как и я думал, что новая глава магической битвы вышла под номером 263, то нет. Это даже 262 глава, только вторая часть. Видимо, Гэга из-за малого количества страниц предыдущей главы решил ее полноценно дополнить. В целом для нас это не сыграло никакой разницы, так как две части главы все равно вышли в разных выпусках журнала. Но возможно ее сделают цельной непосредственно в новом томе манги. Ну а также напоминаю, что почитать свою любимую мангу, манхву маньхуа, вы сможете на rimanga.org. Здорово, ребятки и анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. 262 глава, часть 1 и 2 заканчивается и начинается одним и тем же фреймом с Рикой и Ютой, просто продемонстрированных с разных ракурсов. Но если в предыдущей части нам особо не было понятно, что к чему происходило на последней странице, то вот во второй части 262 Юта явно дал нам понять, что Рика не смогла перейти вместе с душой своего хозяина в новое тело. И сейчас ее прям очень жалко, ведь она не смогла оставить тело Акоцу, вот только самой его души уже там не было. Поэтому-то она и начинает плакать, ибо Рика сейчас находится одновременно и близко, и далеко от своего возлюбленного, поскольку душа находится в совершенно другом месте. К тому же из-за этого Юта не может использовать другие скопированные техники, так как Рики рядом не было с ним. Да и в любом случае, по его мнению, пытаться активировать какую-то другую скопированную технику было рискованно, ведь в данный момент была активна техника Киндзяку. В предыдущей части главы, из-за того, что Юта не ожидал того, что его бесконечность так легко преодолеют, Сукуна держал преимущество за собой почти беспрепятственно, щемя своего оппонента. Однако в этой части, учтя этот момент и вырвавшись из-под ударов противника, Юта переходит в контратаку и, схватив Двуликого за руку, опрокидывает его на землю, после чего тут же подает добивочный и с ноги лупит ему в грудину, но Рёмен успевает поставить блок, минимизировав тем самым урон этого удара. В данный момент Акоцу прекрасно понимал, что без Рики ему возможно не получится использовать скопированные техники. В то же время Сукуна потерял левую руку и был больше не способен использовать разрез мира. И получается, все, что у него сейчас было против бесконечности, это растяжение территории, и по словам Юты, в таком случае преимущество было на его стороне. Возвращаясь в битву, Ютоджа снова настигает противника, намереваясь нанести удар с локтя в голову. Однако он частично промахивается, что прям таки удивило Сукуну. Я бы даже не удивился, если бы Рёмен по факту разочаровался в сражении с этим противником, поскольку тот зачастил с осечками. Ну а случилось это потому, что Юта все еще не привык к телу Годжо, поскольку у его сенсея были достаточно длинные конечности. И хоть он это и заметил во время тренировок по обмену душами, но привыкнуть так и не сумел, из-за чего Акоцу еле сумел заблокировать удар Двуликого ногой. Осознавая, что за одну тренировку по обмену душами ему никак не освоит безграничную пустоту Годжо, тем более без 6 глаз также будет очень тяжко. А вспоминая уже легендарную фразу сенсея «Не беспокойся, ведь я же сильнейший», Юта задается вопросом, сколько же ему нужно потратить времени на тренировки, чтобы он смог сказать так же. Двуликий, видя как его оппонент оступается раз за разом, сделал вывод, что он попросту не способен обуздать новое тело и тут же сокращает дистанцию, атакуя Ютоджо. От Кена Сукуна узнал, что Акоцу способен имитировать чужие техники, вот только для этого ему нужно было, чтобы Рика поглотила хоть часть плоти того, чью технику он собирался скопировать. А без своего проклятого духа ему не удастся юзануть сразу несколько скопированных техник. То бишь, кроме безграничной пустоты, у его противника больше не было припрятанных козырей. А значит, единственное, что ему оставалось сделать, это попытаться провернуть то же самое, что сделал Годжо в их предыдущем сражении. И вспоминая нравоучение Годжо о грубой проклятой энергии, Юта как раз таки кастует фиолетовый, говоря, что для этого он считывает воспоминания этого тела для создания подобной техники. А значит, наши выводы по поводу
ввиду того, что Ютоджа совсем не уровень Годжи из-за нехватки опыта и знаний, скоро будут неактуальными. Ибо такими темпами со временем ему удастся полностью считать все воспоминания сенсея, и так уже и тот самый уровень сильнейшего с паверкрипом Юты недалеко. Однако Сукуна прямо во время каста атакует своего противника, не дав ему завершить знаки, тем самым отменив активацию техники. В свою очередь Акоцу догадывался, что Двуликий также считал, что применение двух скопированных техник невозможно. Но у него была одна техника, которую возможно было использовать даже при активной безграничной пустоте. После чего, применяя синий, Юта воссоздает диктофон, записанный проклятой речью Инумаки, заставляя Сукуну замереть на месте, поскольку это была совершенно не копия, а оригинальная техника проклятой речи. И пока король проклятий был обездвижен, Юта производит активацию техники пустоты Годжа фиолетовой, направив его прямиком на своего противника. Не, ну ребят, какая же это глава сочная. Юта хоть и не сразу, но раскрывает потенциал тела Годжа. Но что-то мне подсказывает, что Сукуна никак не намерен будет попадать под удар проклятой техники фиолетового. И во избежание этого исхода он снова что-то выкинет. Ведь он у нас не только король проклятий, но и король связующих клятв. Так что посмотрим, что нам приготовит Гага в следующем выпуске. Сама же вторая часть 262 главы мне зашла не только своим повествованием, но и рисовкой, качество которой заметно отличается в лучшую сторону, если сравнивать с первой. Так что, видимо, автору действительно стало лучше. И как по мне, лучше бы он тогда сразу взял перерыв на восстановление, чтобы после выпустить полноценную 262 главу с качеством рисовки, как во второй части. Но, возможно, теперь отредактированные сканы первой половины 262 главы мы увидим уже только с выходом нового тома. Так что теперь будем ожидать не только следующую, на этот раз точно 263 главу, но и улучшенные сканы в 28 томе магической битвы. Кстати, на следующей неделе перерыва не будет. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.